Что ж, приступаем ко второй части установки замка от Mondeo. Ну, вот здесь сейчас видим, снят фильтр. Вот мы его поставили. Заглушили гофру, чтобы ничего не попало. Неохота его разбирать. И также сняли решетку декоративную вместе с дефлектором. Вот, тоже мы сюда положили. Пусть лежит. Нам нужно будет что? Вместо стандартного замка Ford Focus, который открывается ключом, поставить замок от Mondeo. Ну, как я уже говорил, это приобретенный на Алиэкспрессе. Не очень дорогой, китайский. Ну, посмотрим, как он прослужит. За оригинал неохота переплачивать. Так, вот, как мы видим, тросик. Я его просто сделал чуть раньше, чем сегодня. Соответственно, поездил какое-то время с заглушенным куском, чтобы не мешался. Так, заглушили вход недросельная заслонка, чтобы ничего не попало, когда будем возиться здесь. Вот сняли фильтр, как я уже показал. Сейчас нам надо будет открутить два болта на 10, чтобы начать монтировать и посмотреть, что тут спилить, что убрать надо будет. Будет видно, что надо поставить. Ну вот мы открутили два самореза на 10. Я их уже убрал в коробочку, вытащили. Так, здесь видим, что у нас подключается разъем закрытия капота. Сейчас мы его снимем. Вот мы сняли разъем, вытащили сам замок, вытащили этот кронштейн, в который входил наша тяга от замочка. Она осталась на решетке. Ну и сейчас будем смотреть. Так, сейчас он нам не нужен, убираем. Будем прикидывать, что нам, соответственно, нужно будет делать дальше. Ну, как я уже говорил, нужно будет подпиливать, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, сколько и куда надо будет это делать. Разъем, чтобы нам не мешал. Берем. Так, смотрим, что мы видим. Так, посадочные места. Посадочные места у нас совпадают. А вот, соответственно, ручка мешается. Так, как я уже говорил, ручку мы не будем делать со стороны открытия эмблемы. Будем вывод делать по тросику вот направо, сюда, в этом месте. Так удобнее. Соответственно, возможно, ручка нам и не пригодится. И пилить, может быть, много ее не будем. Нам нужно вот это вот место подпилить, чтобы у нас села пружина. Ну, соответственно, сейчас будем, наверное... Так, что мы видим? Мы видим, что у нас примерно вот так у нас получается. Тут где-то, да, вот так. Вот нам надо будет подпилить кусочек. Возможно, думаю, надо будет, наверное, вот так болгарочкой пройтись вот так. И вот этот кусочек срезать. В принципе, особой жесткости она не несет. Это верх телевизора. Основная нагрузка у нас идет по верхней раме. Ну и нижней, соответственно. Так, ну что, сейчас, значит, будем пилить. Вот мы отпилили. Вот у нас получилась вот такая вот конструкция. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Так, стараемся посадить посадочные места по направляющим. Так, ну здесь видим, что немножко надо будет еще пильнуть. Ручка цепляется. Так.
примерно так. Так, если мы так закрепим, что-то у нас где-то внизу. Где-то у нас что-то внизу цепляется-то. Что мы видим? Так. Так, сейчас сделаем. Со вспышечкой. Будет лучше так. Ага. Там у нас направляющая стоит. Цепляется левый уголочек пластмассы. Так. Может сейчас либо подрежем, чтобы он сел. Либо посмотрим. Подрежем кусок. Так. Здесь чуть-чуть левее ручку возьмем, да? И прикинем, посмотрим. Ладно. Сделаем. Подпилили уголочек, который нам не мешал. Подпилили немножко здесь чуть пошире. Так, и вот вроде как она у нас направляющий садится. Так, чуть-чуть ее уменьшить. Как она у нас там какой длины? Пластмассовая направляющая. Такой же. Да, вроде такой же. Ну-ка, как она у нас была? Так, она у нас была вот так, да? Она у нас была вот так. Сидела. Да? Так. Соответственно, она будет сейчас сидеть вот так. А вот у нас, по-моему, вот это вот кусочек направляющий еще мешает. Ну-ка посмотрим, где у нас она. Так, она заходит. Да, вот она. Хотя нет, она давно сильно не влияет. Так, значит, она вот здесь не заходит. Так, ну ладно, это у нас затянется. Все, наверное, может чуть подрежем поуже. Так, это у нас садится нормально. Вот это вот направляющая что-то не заходит. Вот она. Сейчас чуть поменьше диаметр напильничком или подточим. Так. И будем думать, как нам делать. Как нам будет делать тросик. Но если тросик будем крепиться здесь, он нас зацепит. Возможно, будет цеплять за петлю капота. Так, а меньше он нас будет мешать. Так, ну может быть. Так, ну вот, если его сюда закрепить, да, потом вот где-нибудь здесь, наверное, вот у нас это отверстие, вот сюда пропустим поменьше, чтобы он шел вот сюда и ниже вот этого рычажка, который держит петлю будет. Ну и дальше, наверное, скорее всего, пустим тросик вот здесь. Так, тут у нас, ну, может быть, вот сюда пропустим. Да, это у нас тросик, который из капота идет. А этот, наверное, может, так пропустим сюда. И вот тут прикрутим нашу ручку, которая будет открывать вот в эту сторону. Но потом покажу, как это у нас будет. Так, сейчас, соответственно, надо будет подточить эту направляющую. И я так думаю, наверное, сразу. Так, нам эта ручка, наверное, точно будет не нужна. Ну, как минимум вот здесь вот. Так, ее отпилим, чтобы вот сюда. И просверлим дырочку, чтобы можно было закрепить тросик. Так, хорошо, сейчас сделаем. Посмотрим. Вот мы подпилили немножко диаметр направляющий. Отрезали ручку, ну и сразу сделали отверстие, куда будет
спица либо тросик, либо колечко, на которое будет тросик. Это посмотрим по месту. Так, ну вот, направляющий сажаем. Входит она нормально. Все у нас без зазора. Вот она у нас будет так сидеть. Тросик пойдет, скорее всего, не спереди. Хотя посмотрим, как у нас размер петли. Может быть, и пустим тросик спереди, если петля будет цепляться. Может быть, вот так вот пустим сюда. Вот отсюда, наверное, хотя посмотрим, куда он там идет. Вот мы видим, что у нас так вот будет в закрытом состоянии. В принципе, что перед вот здесь пропускать будем тросик, что туда вот за этим не влияет, потому что все равно петля стоит ближе. Так, ну, открываться она, естественно, будет. Здесь надо поставить защиту от вскрытия, чтобы нельзя было открыть капот. Раз. Вот это надо будет закрыть, поставить сюда заглушечку. А тросиком потом, если капот поднимается. Так. Ну это посмотрим уже, когда будем монтировать. Одна. Уже поставили. Подвели тросик. Подвели индикатор открытия капота. Вот так он выглядит у нас внутри. Сейчас будем делать, наверное, кольцо из вот этой вот проволочки, который уже будем прикручивать тросик. Ну, сейчас посмотрим, может быть, сначала проведем тросик вот в это место. У нас есть такие вот у нас тросики с рубашкой от велосипеда. Вот и ручка. Вот. Ручку, наверное, придется разобрать. Скорее всего, у нас должна быть тянуть на себя. Наверное, вот так будет стоять. Хотя посмотрим, как она у нас будет. Если поставим вот здесь, то в эту сторону будет. И если поставим сюда, то, может быть, даже и снимать не будем. Может быть, просто поставим вот это вот. А, так, у нас будет решетка. Нет, у нас тут не пойдет. Соответственно, наверное, надо будет что-то придумать вот здесь. Ну, это посмотрим, куда у нас на что пойдет. Может быть, сделаем вообще вот так. И открытие будет вверх. Тут тросик будет подходить снизу. Как-то так. Сейчас пока получается. Протянул я тросик. Пока будем сюда пересмотреть. Наверное, вот из проволочки сделаю колечко сюда, за которое будет крепиться тросик. Пришлось просверлить дырочки, чтобы зажать рубашку, чтобы она была ниже петли и не мешалась. Ну, как говорится, стяжка наша все. Так, ну,
Дальше сейчас будем придумывать петельку, на которую будет цепляться тросик. Не знаю, надо ли делать тросик. По идее, у него больше волокон, перетрется он не так быстро. С другой стороны, проволока, больше у нее физические стирания. Ладно, посмотрим. В общем, я решил сделать вот такую конструкцию. Все-таки решил сделать на основе тросика. Посмотрим. Ну, может быть, в будущем модернизируем. Так, обмотал медной проволочкой от старого телефонного провода. Сейчас я ее опаяю. Так плохо видно. Так. Сейчас я ее опаяю, чтобы не выскальзывало. Загнул кусочек, чтобы вверху был. И буду делать уже ручку. Получилась вот такая конструкция. Паял я медную проволочку и загнул тросик. Делать ручку, ну вот она, в принципе, вот такая работа. На рукой, конечно, тяжело сейчас, но принцип действия понятен. Я уже показывал, мы сделали. Здесь провел тросик, под низом закрепил стяжками и поставил ручку открывания дверей классики. А отверстие поставил, где вот пистоны стоят, только для крепления вот этого элемента бампера. Все равно его не так часто снимаем. Решил ничего не сверлить. И в принципе вот так она действует. Сейчас продемонстрируем, как у нас теперь работает из салона. Закрываем капот. Так, вот. Здесь выглядит так, как я говорил, здесь поставим защиту от взлома, ну, от открытия салона, чтобы отвертку никто не подцепил. А здесь ручка. Когда капот приподнимется, засунем пальчик и откроем. Ну, сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Идем в салон, поднимаем ручку, слышим, как открылась. Вот капот приоткрылся, держит его вот второй рычаг. Здесь, соответственно, он, когда приоткрылся, засовываем палец, тянем на себя и открываем. Неудобно одной рукой. Тянем на себя. Придется плечо приподнять. Вот, и открываем. Вот такого вида. Так. Сейчас здесь поставим защиту и можно собирать. Вот из куска металла вот такой вот кусочек. Ну, был у меня металл болгаркой. Обточил. Ну, у кого-то можно уголок от мебели, еще что найдется. Вот каждый сам решит, для чего это нужно. Чтобы вот здесь со стороны решетки не залезли, не открыли, не нажали. Здесь нужно поставить вот такой вот элементик. Он закроет доступ со стороны решетки. И, соответственно, никто не сможет открыть не из салона. Сейчас просверлили дырочку.
Ну, даже две, наверное, два самореза вот так, чтобы они не болтались. Прикрутим. Ставил я на место защиту от взлома, точнее от открытия со стороны решетки. Ну, промазал ее мовилем, так как у меня это черный металл, не хочу, чтобы ржавел. Ну все, сейчас будем собирать в сборе. Вот я закончил, все поставил, вот наш замок. Вот так стоит ручка. Так, в принципе, она работает. Засовываешь сюда пальчик и открываешь. Ну, вот так это смотрится. Изнутри. Ну, в общем, вот. На этом закончили. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.